Итак, на крестового короля для червовой дамы. Поехали. Так, ну-ка, в каких он тут энергиях? Что он себе думает, да? Что чувствует? Чем вообще занимается? Что про любовь? О, как далеко. Угу. Так. Ну, на самом деле, про даму думает, конечно, помнит. Прямо в голове выпала десятка червовая. Это все-таки все про любовь. И перекрытая дорога. Вот видно, что между людьми есть вот эта вот темная, да, дорога, проблемная, трудная. Вот. Сразу карты это, конечно, показали. Сейчас мы пойдем дальше. Посмотрим, что нам расскажет колода. Вот на этот счет, да. Итак. Угу. Его мысли. Угу. Что у него на втором плане или там на третьем, как угодно можно назвать. Ну, то есть то, что сейчас он отложил, да. Ой, как болезненно ему выпала дама, боже мой. Посмотрите только. Угу. Дама выпала болезненно, то есть ему больно, душе его больно, все не просто так. Угу. Так, поехали. Это подержу в руках, потом вот так вот, да, пускай нам будет видно короля, потом мы посмотрим, что на сердце. Так, ну что ж, итак, в голове у короля мысли его, очень много темных мыслей. Восьмерка и десятка пиковая, его хлопоты, то есть может быть у него сейчас и депрессия по такой карте, да, то есть когда ничего не хочется делать, либо когда человек, ну, по таким картам человек в очень большом негативе. Вспомните вторую десятка, да, это очень, это какое-то, как вот разрушение такое вот, да, когда что-то было целостным, а теперь разрушилось. Он об этом думает, ему это болезненно. Плюс восьмерка пиковая. Это же вообще карта встреч, ну вообще восьмерка, да, а пиковая это карта не встреч, вот ссоры, расставания, блока, да, он об этом, конечно, думает. Так. Ну, хочу сказать, что вот здесь червовая масть выпала, да, мы ее читаем двояко, и как по отношению к даме, и как просто как масть. Но если к даме, то как будто король сейчас... Ну, такой момент, что он вообще не надеется, что там что-то получится, да, как будто вот руки опустил. Вот, ну, если читать это как просто масть червовая, не трогая даму, то это мужчины идут, король, валет, дороги какие-то, то человек может просто не поехал в какую-то дорогу, сказал, я не поеду, ну, передумал, да, еще что-то. Так, и два человека, еще мужчины, чуть-чуть разный возраст. Так, дальше что? Или отложил эту поездку, например. Дальше что? Ну вот смотрите, дама выпала. Ну, с дамой были планы, с дамой были надежды. То есть дама выпала. И выпала с большой болью, с переживанием и со знаком вопроса. То есть мы понимаем, конечно, что дама ни при чем, что так получилось, да. Но я вижу, что все, что случилось для него касательно дамы, очень болезненно. Смотрите, как показалась и проявилась соперница или разлучница, да, человек, который вмешался в отношения. Нам показана девятка бубновая, как постель, и пиковая дама, как нелюбимая, да, ну просто какая-то дама, ну как факт, как бы была. Потому что пиковая дама никогда не покажет любимой даму. Так. Какие-то разговоры и хлопоты, это, скорее всего, просто его вот жизнь, его какая-то жизнь. Его с кем-то встречи, договоренности. Может быть, это молодой человек показан какой-то. Либо хлопоты бубнового характера. Деньги, бумаги, да, земные дела житейские. Так, на будущее, смотрите. Ну, я начну с главного, конечно. Я вижу, что переплелись девяточки. Крестовая с червовой. То есть проявляться будет однозначно. Хочет, душа болит, соскучился, будет проявляться. Вот. Ну, поскольку карты выпали, может быть, здесь и будет встреча любовная, либо будет просто проявляться, как бы пытаться делать шаги к восстановлению отношений. Смотрите, обе карты перевернуты, то есть понятно, что это все трудно будет. Не так, что люди встретились и просто бокал счастья, да, все-таки нет, будут трудности, может быть, выяснение отношений. Так,
Ну, тут впереди у него вижу, это вот денежная, интересует его бумажно-денежные вопросы какие-то, работа, скорее всего. Так. Вы знаете, вот здесь очень интересно, когда переплетается вот шестерка пиковая и туз пиковый, да? Самая маленькая пиковая масть и самая большая пиковая масть. Хочу сказать, что, возможно, даже вот этим невстречам придет конец. Возможно, даже как-то люди все-таки договорятся. Видите, туз этот оканчивает, да, перекрытие дорог, либо трудные дороги, ставит жирную точку. И дальше идет карта встреч, и дальше у нас идут 2 девятки. То есть возможно, ну, люди все-таки выходят из блока друг друга, не обязательно настоящего там блока в телефоне, там, да, в соцсетях. Вот, ну, ой, посмотрите, какой он одинок, какой. Под сердцем пустой валет. То есть человеку одиноко, он не чувствует себя счастливым, вот и все. Поэтому он так болезненно все это воспринимает. Он себя пилит, он себя ругает за свой поступок, за эту даму, которую он искусился, так скажем, да, соблазнился. На сердце что? Десятка червовая на сердце есть. Это все-таки про любовь, это все-таки про червовую даму. Остальная карта, скорее всего, о работе. В казенном доме где-то встречается с королем Бубновым. По ранней, по скорой дорожке. Ну, свои какие-то дела. Работа скорее. Думает сейчас об этом. Ну и червовая, видите, масть прямо на сердце упала. Так, ну, тут мы читали уже, да, пустота, одиночество. Сейчас пойдем дальше. Ну, здесь вижу короля, ну, который, конечно, сожалеет о своем поступке, о своем предательстве, сожалеет. И будет делать шаги. Хотя ему это сделать очень трудно. Во-первых, не верит в то, что ему скажут, да, добро пожаловать, да. Вот. Ну и очень хочется. Сейчас вот он думает, как это все остановить. Есть такие мысли у него. Вот. Шаги делать будет, но как бы результат этих шагов посмотрим, будет ли тут показан. Вот. Так. Угу. Ой. А, не видно ничего. Хорошо. Но я не туда, что ничего не видно. Так, вот так вот у нас выходят дамочки. Семерочки. Сейчас мы посмотрим, какая карта пойдет дальше во вторую часть расклада. И будем надеяться, что посмотрим. Боже мой, посмотрите, чем он остается. Посмотрите. Он и вот это и злость, девочки, это и ревность. Это когда человек сам себя пилит за свои поступки какие-то, которые он сделал. Видите, это не обязательно с дамой он. Я видела, что он одинок, наоборот, выпал, да. Но не можем отрицать, что такая триада может показывать, что король ходит, ну, содержит дорогу какой-то пиковой даме. То есть не любимой, не желанной, ну, как бы женщина. Может быть. И то, что показано, да, что его дороги сейчас злые, то, что ему все не в кайф, все не нравится, не чувствует себя счастливым, то, что я говорила. Но вторым слоем информации может показывать, что дорога еще какой-то пиковой даме у него есть, даже если и не к любимой, вот, просто вот идет, да. Так, в троечке, в тревогах находится. И знаете что, очень хотел бы поговорить с дамой, вот, либо ожидает смс-ки, звонка, либо сам хочет, настроен, да, что-то вот сообщить, что-то сказать важное. Может быть, каких-то очень важных слов ждет от дамы на самом деле. Так, ну, скажем так, то, что все касается, что отношений между королем и дамой, все просто дамой в пике утонуло. То есть тут четко видно, что прям черная стена такая, да, и тяжело он это переносит. Между прочим, когда люди будут разговаривать, король будет чему-то очень удивляться. Вот идет здесь неожиданность.
удивление, да, вот именно разговор и встреча с дамой, что-то дама так ему как-то поведет, так скажет, что он будет поражен. Что же дама ему там скажет, что он будет поражен и удивлен. Так, ну, скучает, по даме скучает, вот смотрите, по его любовной карте девяточки идет вот червовый валет. То есть хотелось бы шаг какой-то сделать в сторону дамы, как-то похлопотать и что-то сделать. Тревожится о даме. Как, что, не обязательно, а в целом тревожится, да. Во-первых, наверное, ну, я так думаю, что тревожится, ну, чтобы там конкурентов не возникло никаких. Ну и вообще, как дама живет, вот есть тревога. Ой, у него еще и проблемы какие-то с благородным королем идут. Смотрите, вот удар. И большая такая энергия. Какой-то разговор будет при встрече. Жилищный, материальный, житейский. Вот при вечернем ну, либо на отдалении, либо вечером, да. Какой-то очень неприятный, такой скользкий прямо разговор будет с королем. Король постарше, либо при власти, либо постарше. Вот. Пожилой даже, может быть, да, но что-то очень неприятное ему идет. Вообще у него столько негатива у этого короля, просто ужас. Я вижу, что он очень сожалеет о своем каком-то неправильном поступке, хотя есть такой вариант, что он может и дальше какой-то даме там захаживать, ну, как они это называют, для здоровья. Да? Вот, потому что я вижу, что дама нелюбимая. Так. Так. Угу. Ну и теперь будем читать, что нам карты скажут, какой будет у нас тут вердикт от карт, да? Так, как рассматривает король даму? Ну, во-первых, я вижу, что, вот смотрите, я прямо начну с главного. Вот выпало, да, выпал король с дамой, и между ними туз пикой вниз. На данном этапе король считает, что здесь уже жирная точка. Вот и все. Такой туз показывает жирную точку этой мысли короля, да, он так думает. Но я вижу, что он будет все равно делать шаг. К даме шаги он делать будет. Хотя он считает, что уже закончилось все. Что его там не простят, допустим. Либо, может, дама еще там себе уже и нашла кого-то. Вот. Ну, причина, вот она причина. Да, вот она любовь с дамой. И вот вокруг что окружило? Тайная постель и пиковая дама. Да, темная, нелюбимая, с ней тайная постель. Вот она вмешалась, окружила, скажем, вот эту любовную ситуацию с дамой червовой, все испортила. Вот я извиняюсь, что я пошла, да, не сначала, но просто почему-то захотелось озвучить самое главное. Я вижу, он будет как-то хлопотать в сторону дамы и при встрече говорить о каких-то житейских делах. Как будто когда либо напишет, либо позвонит, либо встретитесь, будет вот такой вопрос, да, как дела, как живешь, и что на работе. Вот. И я говорю, что я вижу, что он это будет делать совершенно искренне. Это не какой-то там ход с конем такой специальный, да, а он действительно очень за дамой, по даме соскучился и вот хочет все знать, да. Вот эти вопросы простые житейские, это для него значимо. Он просто хочет это тоже, все ему интересно знать. Вот. На будущее выпадает эта встреча. Плюс она объединилась с королем благородным. Говорит о том, что это важно для него, да. Он ее и боится, эту встречу, да. Боится, чтобы она не была последней, чтобы, может, дама вообще и так отбреет, что и все, да. Есть у него страх такой. Но все равно будет, вот смотрите, да, вот когда застой в отношениях, ну, нету, все, точка, да. И появляется вот эта карта, однозначно, она настолько активная, она обязательно показывает, что будет активное действие. Все, вот из этой спячки, из этой заморозки будут люди выходить. Вот. То есть здесь будет активность с его стороны, потому что уже вот он, ну, заскучал, и вот надежда, да, то есть, то нет, то есть, то нет. Есть у него желание, ой, простите, есть у него желание вот это вот написать, либо позвонить, а может быть, наконец-то это получить от дамы какое-то вот письмо, звонок, либо объяснение, какие-то слова важные, да.
Вот такое есть желание у него. И особенно смотрю вечером, вот по вечернему времени, вот накатывает на него. Ему очень хочется вот сделать шаг к даме. Человек одинок, это я вижу. Так, смотрите, вся идет его масть, да, крестовая масть, хлопоты, надежды, все его жизнь, то есть сам по себе. Вот выпала дама, которая, потому что пиковая это была ее просто сигнификация, да, что темная дама. Вот она показалась, что она была, да, она была прикрыта, завуалирована, вот, семерка пиковая, да, обман там, вранье, вуали, вот, да, постель, конечно, с ней была, вот она показана. И вот оно всплыло, так сказать. Вот кто-то донес, кто-то рассказал, либо как оно уж там всплыло. Но до ушка червовой дамы эта история дошла. Вот нам карты это продемонстрировали, эту всю причину очень четко. Но хочу сказать, что я вижу, что король соскучился и будет делать шаг. Да? Посмотрим сейчас. Проявилась дама. Зачем она проявилась? Где она сейчас вот выпадет, да? Как она дальше? Вылетит ли она просто, знаете, как тенью зашла, тенью ушла? Либо она пришла что-то вот рассказать еще немножечко. Давайте посмотрим. Иногда карта может показываться, выскочить в конце, просто показать, допустим, что у нее есть на этого короля серьезные планы. Тогда говорит это просто о том, что, ну, как бы, если даме не все равно червовой, то когда будет возвращаться, возможно, ну, выслушать хотя бы короля. Вот так вот, да, потому что может проявляться только для того, чтобы показать, что у нее есть на него серьезные планы. Потому что иногда же люди встречаются, оба понимают, да, что нет будущего, нет никаких планов, просто встреча. Если она вылетела, да еще с такой картой, со своей этой девяткой, то, говорю же, может показывать, что у нее есть на него серьезные планы. И мы как бы это просто учитываем, да. Так. Угу. Четверка тут одна уходит, да? Так, ну что, с чем он тут остался? Ну, это такие, самая вот обычная тоже карта идет, его жизнь. Разговор с благородным королем о каких-то житейских делах, либо о деньгах. Пиковый король ему уже выпадал, мы видели. Снова, да, идет. Вот, посмотрим, конечно, в конце, как сейчас еще выпадет. Вот. Ну вот сейчас у него скоро будет какая-то встреча и разговор с благородным королем. Может быть, что-то с работой связано. Может будет менять работу, да, или направление какое-то в работе менять. Вот. Так что вы понимаете, да, почему и зачем выскочила бубновая дама в конце. Вот так вот взяла и нарисовалась. Хотя целый расклад и не было. Видите, вышла и ушла. Только о себе заявила, что я есть. И у меня есть планы на этого человека. Вот и все, что она хотела сказать. Так, ну, здесь что мы видим? Финал, да, финал. Король. Душа болит. Даму хочет видеть. Вспоминает часто, особенно вечерком. Хочет проявиться, хочет сделать какой-то шаг, какую-то активность, какое-то движение в сторону дамы. Хотя страхи есть. И большой знак вопроса есть, да, примет, не примет дама. Червовая тоже выпала девяточка, как видите, да. То есть, ну, чувство есть у короля. Вот и все. Так, много фигурных карт находится посреди общества. Мужское и женское, разное идет общество. Так, здесь вот у него договоренности. Надеется договориться с вот этим королем, какие-то свои решить планы и интересы. Еще бубновый король выпал. В общем, как мужское общество и надежды что-то решить. Вот, хлопотать в эту сторону будет, но будет хлопотать и в сторону дамы, естественно. Мы же по горизонтали тоже читаем. Смотрите, по ранней дорожке, любовной, сердечной, к даме червовой будет делать активность, да, писать, либо звонить, либо приедет, либо что-то поможет, как-то проявится. Вот, вот так вот, скажем так, с одной стороны все вроде бы запутано, а с другой стороны все очень даже четко и понятно. Вот. Тут, когда он проявится, будет просто дама сама решать, как дальше делать, вести себя и прочее. Ключик будет у дамы. Вот что я хочу сказать. Король уже 100 раз пожалел о том, что происходит. Вот. И, кстати, то, что там была дорожка к даме, мы же помним, что это не обязательно так. Это еще может показывать, что он просто злой сам на себя, на весь мир, на свое одиночество, на свою там неустроенность, на свою ошибку, да, которую он сделал. Поэтому мы читаем и так,
Ну и мы также читаем, что будет ли проявляться, да, будет проявляться. Что чувствует, тоже мы все видели. Вот такой расклад. Спасибо. Желаю всем благ земных. Пускай у вас все будет хорошо. Всего хорошего. Пока-пока.